Доброго всем дня. День начался, грубо говоря, не очень хорошо. Основные цифровые активы упали с началом рабочего дня в Гонконге. Биткоин и эфир упали более чем на 5%, поскольку клиенты покинули криптобанк Silvergate, акции которого упали на 58% во время торгов в США в четверг. Большинство других 10 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации испытали снижение, аналогичное биткоину и эфиру. Учреждения немного нервничают, поскольку у Silvergate, похоже, есть проблемы, сказал Ник Рак из Contentfy, венчурной студии Web3, в заметке для Coindesk. Рак также указал на выпуск некоторого количества биткоинов MTGOX, что увеличит его оборотное предложение, как на еще один источник волатильности. Быстрая распродажа сказалась на крупной криптобирже Coinbase, которая начала испытывать проблемы с подключением в 10 утра по гонконгскому времени. Другие крупные криптобиржи, включая Binance, Bitfinex, KuCoin, OKX и Kraken, не сообщали о подобных проблемах. Цена биткоина упала до внутридневного минимума в $22 020, когда начались торговые часы в Азии, после того, как большую часть прошедшего дня оставалась примерно стабильной на уровне $23 500. Казалось, что он немного восстановившись до чуть менее $22 400 после падения. Эфир показал аналогичную картину, упав до $1550 после того, как прошлый день колебался около $1650 с ограниченным изменением. По данным CoinMarketCap, рыночная капитализация биткоина снизилась более чем на $20 миллиардов до $431,9 миллиарда. Общая рыночная капитализация крипто составляет $1,7 триллиона. По данным CandyGlass, открытый интерес к фьючерсам на биткоины за последние 4 часа снизился на 8,8%. Открытый интерес к эфиру упал на 5%. Алекс Торн поделится своим взглядом на тему «Биткоин и инфляция». Что происходит? Напряженная экономическая неделя в Китае с большим количеством запланированных выпусков данных может быть тем, что нужно, чтобы вывести биткоин из своего спада. Основные выводы, которые можно сделать. Индикаторы сети показывают, что текущая цена биткоина превышает базовую стоимость для 70% уникальных адресов и с Востока. По-прежнему исходит оптимизм. Это будет напряженная неделя в Китае для публикации данных по торговому балансу за январь и февраль. Аналитики ожидают резкого роста с $78 миллиардов за последний период до $100 миллиардов. Ожидается, что данные по экспорту и импорту за этот период в годовом исчислении также улучшатся. Ранее на этой неделе оптимистичные производственные данные из Китая подтолкнули биткоин к росту на 4%. Согласно данным сетевой аналитической фирмы Glassnode, 70% биткоин-адресов являются прибыльными. Индикатор «Процент адресов в прибыли» показывает процент уникальных адресов, средняя цена покупки которых находится ниже текущей цены биткоина. Исторически значения ниже 50 указывали на перепроданность биткоина и, таким образом, представляли собой потенциальное дно. Показания выше 95% указывают на потенциальную вершину. Текущее значение биткоина очень сильно соответствует активу, который торгуется в узком диапазоне. Шанхайское обновление Ethereum не приведет к обвалу цен на эфир, считают аналитики. Криптовалютные аналитики считают, что опасения преувеличены, и давление со стороны продавцов будет ограниченным. Обновление Ethereum в Шанхае, которое позволит снять около $29 миллиардов в эфире, ранее заблокированном со следующего месяца, вряд ли вызовет серьезное давление со стороны продавцов и обрушит цену эфира. Аналитики говорят, опасения инвесторов, что улучшение приведет к падению цен из-за наводнения рынка эфира, неуместны. Они говорят, что объем оттока эфира будет менее значительным, чем предсказывают многие наблюдатели. «Я считаю, что изъятия и притоки от новых участников будут исключены», сказал Ник Хацец, вице-президент по исследованиям в компании по инвестициям в цифровые активы Ark.
Рынки криптовалют с нетерпением ожидают технологического обновления в Шанхае, следующего крупного события, запланированного на апрель, после прошлогоднего слияния. Это позволит инвесторам разблокировать и выводить токены ETH из стейкинга впервые с декабря 2020 года, когда началось стейкинг в сети Beacon с доказательством ставки Ethereum. Многие криптоинвесторы опасаются, что это событие потенциально может создать значительный перевес для цены эфира, которая в настоящее время торгуется на уровне $1645, как недавно отметила исследовательская фирма Bernstein и другие. Они считают, что давние игроки могут решить разблокировать большую часть из 17,5 миллионов эфиров на сумму $28,8 миллиардов в контрактах на стейкинг и выбросить их на рынок, чтобы получить прибыль. Тем не менее, влияние оттока эфира не будет немедленным, потому что для снятия средств придется выдержать так называемую очередь. Это означает, что только 10% от общего количества поставленных монет могут быть удалены из пула в течение месяца. Глава отдела цифровых активов инвестиционной компании Recharge Capital сказал, что люди не будут спешить с отказом от ставок, поскольку им потребуется время, чтобы понять, как работает Шанхай. «Будет период, когда инвесторы усвоят, как работает вывод средств», — сказал он. Рич Фалькооллес, исполнительный директор институциональной платформы криптографических данных Аркинр, сказал, что ключевым фактором движения цены эфира будет то, что рынок создает в отношении долгосрочных перспектив, основанных на краткосрочном поведении. Если стейкеры неуклонно уходят и не проявляют интереса к проверке сети, рынок будет медвежьим, сказал он. Если процент ставок эфира продолжит расти после Шанхая, это чистый позитив. По словам Фалькооллеса, многие наблюдатели рынка не понимают, насколько сильно система вывода Ethereum ограничивает количество выводимых за раз эфиров. Шанхайское обновление эфириума развернет двухуровневую систему вывода средств. Частичное снятие средств, суммы выше 32 ETH, обычно выполняются немедленно, но изначально Аркинр ожидает, что они будут распределены в течение 3 дней из-за очереди. Полный вывод, то есть минимальная сумма ставки в 32 ETH, займет больше времени и будет производиться постепенно. Согласно анализу Аркинра, в сегменте частичного вывода находится $1,2 миллиарда ETH, а это означает, что в худшем случае только 6% среднего дневного объема торгов эфира может попасть на рынок в каждый из первых 3 дней после разрешения вывода средств. Позже максимальное дневное количество ETH, которое потенциально может быть выброшено на рынок, снизится ниже 1% от дневного объема торгов в следующие 6 месяцев. В отчете, опубликованном в четверг, исследовательская компания CryptoKant прогнозирует умеренное давление со стороны продавцов ETH из-за снятия средств со стейкинга. Согласно отчету, около 60% всех поставленных монет эфира в настоящее время находится в убытке по текущим ценам по сравнению с ценой на момент размещения каждого токена. Давление со стороны продавцов возникает, когда участники рынка получают огромную прибыль, чего сейчас нет, сказал CryptoKant. Появление деривативов с ликвидным стейкингом, LSD, которые позволяют держателям акций эфира поддерживать ликвидность своих инвестиций и торговать, выпуская токены деривативов, такие как STIT, также ослабит отток. По словам Хаца, большинство инвесторов делают ставки в эфириума, используя платформы ликвидного стейкинга, такие как Lido или Coinbase. Таким образом, им не нужно снимать и продавать, чтобы получить ликвидность. Те, кто делают ставки в частном порядке и управляют своими собственными узлами валидатора, являются стойкими фанатами, добавил он. Выход после того, как снятие средств будет разрешено, вероятно, не первое, о чем они думают. Согласно данным Staking Growers, коэффициент ставок в блокчейне Ethereum в настоящее время намного ниже, чем в других цепочках, включая 48% Polkadot, 71% Cardano и Solana или 38% Polygon. Фалькооллес из Аркинра ожидает, что коэффициент ставок эфириума сравняется с другими блокчейнами с доказательством доли после Шанхая, поскольку новые игроки выходят в сеть, опережая тех, кто снял деньги. Он также предположил, что
Мы думаем, что доля ставок эфириума, вероятно, будет постоянно увеличиваться с 14% сегодня до диапазона 30-50% в течение следующих 18 месяцев, чтобы приблизиться к паритету с другими блокчейнами с доказательством доли. На этом мы прощаемся с вами. Не забывайте ставить комменты и лайки и подписываться на канал. До скорых встреч!